Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот валентинку в конвертике. Вот конвертик. Украсить можно будет любым для вас удобным способом. Я приклеила наклеечку вот такую блестящую сердечко. Можно с помощью бусинок вышить сердечко. Можно как-то по-другому оформить. Сзади конвертик, у конвертика для закрывания вот такая вот пуговичка в виде сердечка. Вы можете использовать любую, даже бусинку. В конвертике у нас сама валентинка. Вот такой вот медвежонок с сердечком. Мы будем с вами вязать вот такого вот медвежонка и вот такого. В чем разница? Вот этот вот медвежонок вяжется намного проще, но этот, я не знаю, мне больше нравится, но он сложнее. Сложнее чем? В этом медвежонке у нас ножки, ручки и ушки вяжутся отдельно и потом пришиваются. Здесь, в моменте, когда делается обвязка двух частей медвежонка, формируются ручки, ножки и ушки. Мордочка у обеих медвежат пришита. Все материалы и инструменты, которые понадобятся вам для вязания, будут указаны в описании к этому видео. Берем крючок, берем пряжу и начинаем вязать. Основная часть медвежонка, как этого, так и этого, вяжется поворотными рядами. То есть основная часть обоих медвежат вяжется одинаково. Так, поехали. Первый ряд. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во втором ряду вяжем по цепочке из воздушных петель 4 столбика. Я буду, как обычно, вязать красивым набором, так, чтобы у меня снизу были вот эти вот красивые петельки, чтобы мне проще было потом обвязывать. Вы можете вязать по цепочке из воздушных петель тем способом, к которому привыкли. Я буду вязать, а еще раз повторюсь, под перемычки. То есть вот у меня лицевая сторона, переворачиваю, вот изнаночная, здесь у меня вот перемычки от воздушных петель, в них я и буду вязать столбики. Так, под первую перемычку вяжу первый столбик, далее второй, в следующую третий, и в следующую четвертый. Одна воздушная петля для поднятия ряда. Разворачиваем вязание. В следующем третьем ряду мы уже будем формировать, вязать не только столбики, но и делать прибавки. Итак, в первое основание столбика прошлого ряда вяжем прибавку, то есть 2 столбика. Под обе стенки вводим крючок и вяжем прибавку. Так, прибавка. Далее вяжем 2 столбика по одному в каждое из последующих оснований. Так, один, в следующее, второй. И в последнее основание вяжем прибавку, то есть 2 столбика. Так. Воздушная петля для поднятия ряда и разворачиваем вязание. Так, в следующих 2 рядах, в 4 и 5 ряду, вяжем по одному столбику в каждое из последующих оснований. То есть у нас получается 6 столбиков в ряду. Итак, вяжем 2 ряда. Но я думаю, вы с этой задачей справитесь самостоятельно, поэтому свяжите эти 2 ряда. Так, вот я связала 4 и 5 ряд, извиняюсь, по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Вот такая деталь получилась. Еще хотела акцентировать внимание на то, что и в описании я буду писать воздушную петлю, что ее нужно вязать в начале ряда. Но я ее вяжу в конце ряда, то есть довязала ряд, связала воздушную петлю и развернула вязание. Ну, мне так проще. Вы вяжите так, как вам удобно и привычно. Так, далее. 6-й ряд. Так, я довязала ряд, воздушная петля, развернула и вяжем 6-й ряд. Вяжем сначала убавку. Здесь вяжем обычным способом, вводя крючок под
2 стеночки петли. То есть вот под основание первого столбика прошлого ряда, вернее последний столбик получается прошлого ряда, под основание ввели крючок, захватили крючком ниточку, под следующее основание ввели крючок, захватили крючком ниточку, 3 петельки на крючке и провязали все 3 петельки с крючка. Вот таким образом вяжем убавки. Далее вяжем 2 столбика по одному в каждое из последующих оснований. И далее снова вяжем убавку. Так. И вот так. Воздушная петля для поднятия ряда, разворачиваем в вязание. В следующем, 7 ряду вяжем 2 убавки подряд. То есть у нас здесь осталось 4 столбика, и из этих 4 столбиков вяжем 2 убавки. Так. И вторая убавка. Обратите внимание, что никакие основания я не пропускаю. То есть при развороте я крючок ввожу в первое основание. Так, воздушная петля для поднятия ряда. В следующем, 8 ряду, мы уже переходим на формирование головы. То есть у нас уже тело медвежонка связано. И для этого вяжем 2 прибавки подряд. То есть в основание первого столбика, да, вяжем прибавку, то есть 2 столбика. Следующее основание, опять-таки прибавку, 2 столбика. И у нас получилось 4 столбика в ряду. Воздушная петля, опять разворачиваем вязание. В следующем ряду опять в начале и в конце делаем прибавки. То есть первое основание вяжем прибавку, 2 столбика. Далее вяжем по одному столбику в каждое из последующих оснований. Итак, свяжем 2 столбика. 1 столбик, следующее основание, 2 столбик. И в последнее основание вяжем прибавку. Вот таким образом. Воздушная петля для поднятия ряда, разворачиваем вязание. Итак, это мы связали 9 ряд. В 10 ряду вяжем следующим образом. Опять в первое основание вяжем прибавку, 2 столбика. Далее вяжем 4 столбика в каждое из последующих оснований по одному столбику. 1, следующее 2, следующее основание 3, следующее основание 4. И в последнее основание вяжем прибавку. Готово. Воздушная петля для поднятия ряда, разворачиваем вязание. Итак, у нас сейчас в ряду 8 столбиков. В 11 ряду провяжите 8 столбиков, то есть по одному столбику в каждой из последующих оснований. Итак, 11 ряд связан, 8 столбиков без накида в ряду. Вяжем воздушную петлю для поднятия ряда, разворачиваем вязание и в 12 ряду начинаем уже формировать округлую форму головы. Для этого мы вяжем в начале и в конце по одной убавке. То есть сразу же вяжем убавку. Так. Далее провязываем 4 столбика по одному в каждой из последующих оснований. 2, 3, 4. И последние 2 основания провязываем убавкой. Воздушная петля для поднятия ряда, разворачиваем вязание. Снова вяжем, это уже у нас получается 13 ряд. Снова вяжем убавку в начале ряда. Далее провязываем 2 столбика по одному в каждой из последующих оснований. И снова вяжем убавку из последних 2 оснований. Воздушная петля для поднятия ряда и разворачиваем вязание. Здесь у нас осталось 4 столбика без накида. И мы вяжем последний ряд основной части, провязав 2 убавки подряд. То есть 2 основания провязываем убавкой. И следующие 2 основания провязываем убавкой.
Вот таким вот образом у нас сформирована уже основная часть медвежонка. Так, на первой части, так, сейчас упущу петельку. На первой части мы ниточку отрезаем. Ну, не нужно слишком длинную, потому что она все равно у нас пойдет вовнутрь медвежонка. Ну, где-то вот такую, да, ниточку. И закрепляем последнюю петлю, протянув кончик нити через петельку на крючке. Вот таким образом. И затягиваем. Вот, чтобы у нас все тут было закреплено. Свяжите точно такую же вторую часть, только довязав ее до конца, не отрезайте на ней рабочую ниточку, да, ей будем продолжать вязать. Так, вот я связала вторую часть. Вот у меня первая. Отпарила их, чтобы они были более ровные. Ну все, теперь будем соединять обе части вязания и формировать медвежонка. Я покажу сейчас, как с помощью обвязки сформировать ручки, ножки и ушки. Для формирования медвежонка с пришитыми ручками, ножками, ушками просто обвяжите столбиками по всему периметру обе части, соединив их вместе. Ну, здесь у меня уже оформленная, конечно, часть, но вы пока не оформляйте, мы еще и носик не вязали. Поэтому просто обвяжите, и я затем тоже покажу, как связать отдельно ручки и ножки. А сейчас мы будем с вами соединять обе этих части. Еще не сказала, что при просто обвязке, неважно, сколько у вас столбиков здесь получится, самое главное, чтобы вот здесь с противоположных сторон количество столбиков сходилось. Как на голове, так и на теле. Итак, слаживаем две части медвежонка вместе. Ну, можно сложить вот так, можно перевернуть вот так, без разницы, как вам будет удобнее. Итак, сложили две детальки вместе. Все, смотрите, чтобы аккуратно было сложено деталька к детальке. И теперь, так, вот у нас осталась недовязанная, да, последняя петля. И начинаем обвязку следующим образом. То есть крючок вводим в ближайшую боковую петлю, ну или боковую ножку столбика, да, вот здесь вот. Под две, под одну стеночку, не имеет это значение. Смотрите теперь, чтобы все у нас аккуратно прилегало, чтобы с этой же стороны было тоже под те же ножки, да, столбика. То есть на одной детали ввели крючок и на другой точно так же параллельно вводим крючок. То есть две детали у нас на крючке. Крючком захватываем ниточку, вытягиваем петлю и вяжем обычный столбик. Сейчас мы сразу начинаем формировать ушко. Вяжем первый столбик. Далее, для того, чтобы у нас было красивое ушко, вяжем полустолбик. То есть делаем накид. В это же место, куда мы вязали предыдущий столбик, вводим крючок. На одной и на второй детали смотрим, чтобы все было в то же место. Захватываем крючком ниточку, 3 петли на крючке. Захватываем крючком ниточку и притягиваем через все 3 петельки на крючке. Теперь вяжем еще один полустолбик, опять же сюда же, да, куда вязали предыдущий, в то же место. В то же место. Все смотрим, чтобы одинаково было, чтобы мы никуда не ушли в бок ни на одной части. Захватываем крючком ниточку, опять 3 петельки на крючке, захватываем крючком ниточку и вяжем полустолбик, да, протянув крючок через все 3 петельки на крючке. Далее в это же, опять же, в это же место, откуда вязали предыдущий столбик, вяжем обычный столбик без накида. Сюда же вводим крючок и довязываем столбик. Вот таким образом мы сформировали первое ушко у медвежонка. Далее вяжем 5 столбиков по голове, соединяя обе детали. Ну, у вас может получиться другое количество. Глядите, самое главное, чтобы у вас тоже количество было с этой стороны. Итак,
Вот чуть-чуть дальше, да, видим следующую ножку, да, и под нее вводим крючок с одной и со второй стороны, с одной и второй детали, и вяжем обычные столбики. 1, под следующую ножку 2, ну или боковые полупетли, не знаю, как правильно этот элемент называется. Далее стараемся вот почаще, да, делать. 3. Так, далее. Ну, неважно, зацепите вы 2 или одну, вот эту вот ниточку, да, вот здесь сбоку. Но раз я уже вяжу по 2, я буду вязать по 2. Если вы вяжете под одну, вяжите под одну, чтобы одинаково все смотрелось. Так, это у нас 4, да, и получается 5. Так, что-то мне расфокус все время ловит. Так, сюда. Так. Далее у нас здесь шея идет, да, по шее тоже вяжем 1 столбик. Но еще раз повторюсь, у вас может получиться немножко другое количество, это не имеет значения. Что же у меня такой расфокус? Так, чтобы все одинаково, да, у нас было. Вот под эту ножку вяжем 5. Как-то, видите, у меня немножко, как будто бы уходит деталька, но просто здесь нужно подтянуть. Далее уже начинаем обвязку тела и вяжем по телу еще 1 столбик. Так, вот таким образом. Далее по телу, видите, у нас начало закругляться, вот еще 1 столбик свяжем вот сюда вот. Вот так. То есть я довязала до такого момента. Я по шее связала 1 столбик и 2 столбика, получается, по телу. То есть вот изгиб этот прошла. И теперь будем формировать ручку. Для формирования руки вяжем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Затем будем вязать по цепочке из воздушных петель. Вяжем 2 полустолбика по цепочке из воздушных петель. То есть делаем накид. Я буду вязать под перемычки, вы вяжите так, как вам удобно. Можно под задние стенки воздушной петли. Так, 1 полустолбик. Делаем накид. Опять в то же место вводим крючок, ту же воздушную петлю вводим крючок и вяжем 2 полустолбик. То есть здесь мы делаем прибавку из полустолбиков. Далее вяжем 2 столбика по цепочке, то есть под следующую воздушную петлю, или как я вяжу, под перемычку. Так, что-то у меня все слоится. Вяжем 1 столбик и под последнюю воздушную петлю, в нашем случае под первую, вяжем 2 столбик. Вот таким вот образом у нас сформировалась ручка. Далее соединяем, конечно же, ручку с телом. Я пропускаю, да, немножко места и в следующее вяжу столбик. Вы можете сюда же связать столбик, но мне не нравится, как торчит потом ручка. Поэтому следующее, да, под следующие там ножки столбика боковые или боковые петли, да, вводим крючок и вяжем столбик без накида. Что ж, у меня не хочет ничего фокусироваться. Вот таким вот образом. Только смотрите, очень-очень близенько, иначе здесь вот будет большая дырочка, да. Очень-очень близенько нужно вязать 1 столбик. Ну, либо свяжите, еще раз говорю, в то же место, откуда у вас выходил столбик обвязки, да, последний столбик обвязки. Ну, то есть вот сюда вот. Так, далее вяжем столбики по телу. Так, у меня было 5 столбиков в прошлый раз. Но говорю, тут может у вас получиться другое количество столбиков. Это не имеет значения. Так, 1. Так, далее 2. Очень плохо видно, конечно, на камеру, что я вообще вяжу. Так.
3. Уже 4, я же присоединила. Все правильно, 4 и в следующую 5. Все правильно. Как у меня было, так и получается. Что ты думаешь, что у меня не так получается? Все правильно. Все правильно. И под последнее 5. И сейчас мы с вами оказались на уголке. Далее нам нужно связать 3 столбика в одно место для того, чтобы наша деталь красиво повернулась. Чтобы у нас здесь был такой красивый полукруг. Поэтому в моем случае мне проще вязать. У меня здесь уже наверху основание, да, воздушных петель. Поэтому я вяжу под основание первой воздушной петли. При этом все ниточки я прячу вовнутрь игрушки нашей. Так, вот, ввела крючок. Вот таким образом, как обычно, под 2 детальки. Вяжу первый столбик. Сюда же второй столбик. И сюда же 3-й столбик. Вот так красиво у нас уже закруглился деталька. Дальше мы вяжем ноги. Для этого набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее вяжем 2 полустолбика, опять-таки под 1 воздушную петлю, но я буду под перемычку вязать. Так. Один полустолбик и второй. Так, не акцентировала внимание еще на том, что когда мы формируем ручки-ножки и набираем цепочку из воздушных петель, мы начинаем вязать со второй петли от крючка. То есть одну петлю мы оставляем для поднятия как бы ряда. И поэтому вот мы набирали 3 воздушных петли, у нас сейчас осталось 2. В первую мы связали 2 полустолбика, и во вторую, то есть в последнюю петлю, мы вяжем столбик просто без накида. Так. Вот таким образом. Далее вяжем по низу 3 столбика. Ну, мне здесь очень просто вязать. Я думаю, что вам тоже не сложно, если вы вязали даже другим способом, да, под просто воздушные петли. Все равно все видно, да. Так, 1. Под следующее основание я вяжу 2 столбик. И под следующее основание я вяжу 3 столбик. То есть здесь для формирования ножки, да, я тоже не вязала столбик в то же место, где у меня здесь тройная прибавка, а я дальше пошла вязать. Теперь формируем вторую ножку, точно так же, как первую. Набираем 3 воздушные петли. Вот, 3 у нас, да, воздушные. То есть вот эту мы петлю пропускаем. По идее, мы должны были вязать вот под переднюю стенку второй петельки от крючка. Ну, я разворачиваю. Тут как бы на перемычках хорошо видно. Ну, не свяжешь, да, там ее даже не видно, той перемычки от 3 воздушной петли. Поэтому здесь хорошо видно, что только 2 перемычки видны. Так. Вводим крючок и вяжем первый полустолбик. И сюда же вяжем второй полустолбик. И в последнюю воздушную петлю я вяжу просто столбик. Так как здесь нам нужно закруглить, да, наш уголок, то мы ножку присоединяем в то же основание, да, в которое мы вязали предыдущий столбик. Так, как же мне сфокусировать? Мне и самой это не видно из-за расфокуса. Так, вот оно. 1 столбик и еще 1. То есть у нас опять-таки получается, что сюда связаны 3 столбика. Итак, готово. Ножки у нас уже есть. Далее вяжем уже по этой стороне, соединяя 2 детальки. Итак, до ручки, да, у нас 5 столбиков было. То есть тут точно так же должно быть 5 столбиков. Смотрите внимательно, чтобы получилось точно
также. Ну, я думаю, до ручки вы дойдете самостоятельно. Так, вот я связала еще 5 столбиков обвязки, соединяя 2 детальки. Теперь формируем вторую ручку. Набираем 4 воздушные петли. Так, 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вяжем 2 полустолбика, пропустив одну воздушную петлю, да, с крючка. Ну, я под перемычки вяжу. Вот. То есть вяжем первый столбик, второй столбик. И далее по оставшимся петлям 2 столбика. То есть под следующую воздушную петлю вяжем столбик. Так. И под последнюю воздушную петлю вяжем второй столбик без накида. Вот таким образом. Теперь соединяем опять-таки наше вязание, то есть ручку с телом, провязав чуть дальше столбик обвязки. Так, под обе части ввели крючок, ниточку захватили и довязываем столбик. Не переживайте, что ручки вот так в растопырку, они все равно будут вот так вот держать в руках сердечко. Вот таким образом. Так, далее все вяжем. Тоже самое, что мы вязали с этой стороны. Вяжем 2 столбика, соединяя обе детальки. Так. Раз. Так. И 2. Далее продолжаем обвязку по голове. По голове у нас было 5 столбиков. Нам нужно выйти на то же количество. Так, вот здесь у нас будет ушко, да, то есть вот у нас закончена эта деталь, да, здесь у нас 2 столбика, да, оставалось сверху от убавок, то есть вот сюда вот нам нужно вязать ушко. То есть вот здесь мы свяжем сейчас 5 столбиков и перейдем к формированию ушка. Ну, я думаю, 5 столбиков обвязки вы сможете связать самостоятельно. Итак, я связала 5 столбиков по голове, соединяя обе части. 5 столбиков обвязки. И сейчас мне нужно формировать ушко. Вот, как я говорила, вот сюда вот будем формировать ушко в это место. Так, вводим крючок опять-таки под ножки столбика или боковые ниточки, да, вот здесь вот, так. Ну, смотрите, чтобы было параллельно вот этому ушку. Вяжем столбик без накида, делаем накид и сюда же вяжем полустолбик, 1, делаем накид, сюда же вяжем второй полустолбик. И довязываем сюда же обычный столбик. То есть ушко у нас формируется из 1 столбик, 2 полустолбика и еще 1. То есть как бы здесь у нас такая большая прибавка из 4 столбиков. Итак, ушко мы связали. И нам осталось связать 2 столбика обвязки под вот эти вот основания. Так, 1 и второй. Второй старайтесь вязать потуже, чтобы у нас здесь не осталось никакой ступеньки перехода. Все, ниточку обрезаем. Так, ну чуть-чуть подлиннее, чтобы у нас остался кончик нити для заправки. Вот так вот. И вытягиваем ниточку. Далее сделаем ложную небольшую петельку для того, чтобы убрать вот эту вот ступеньку. То есть следующее основание. Вот, то есть мы в это связали последний столбик, вытянули, обрезали ниточку, вытянули ее, одели ниточку в иглу. И в следующее основание вводим иголку под обе стеночки. То есть вот таким вот образом. От себя наружу.
Протягиваем ниточку. Так, вот ниточка протянута. Теперь иглу вводим, вот у нас последний связанный столбик, в середину его, то есть под заднюю стеночку. То есть вот передняя стеночка у нас основание, вот задняя. То есть вот у нас основание столбика, да, как бы такая петелька. Она состоит из передней стеночки, вот из задней. Мы иглу вводим только под заднюю, вот таким вот образом. Все, подтягиваем хорошенько, пряча вот эту ступеньку перехода. И все, заправляем ниточку. Так, я заправила ниточку от вязания. Вот такая вот заготовка у нас с вами получилась. Если вы делаете вязку вместе с ручками, с ножками и ушками. Если же вы делали обвязку, еще раз повторюсь, без ручек-ножек, то у вас должна получиться вот такая деталь. Ну, естественно, без носика и глазок. Ну, теперь свяжем носик и сердечко для мишки. Вяжется следующим образом. Делаем кольцо амигуруми. И в колечко вяжем 6 столбиков без накида. Итак, 6 столбиков связано. Затягиваем колечко. И в основании первого столбика вяжем соединительный столбик. Готово. Все, ниточку теперь отрезаем. Так, ну, ниточку отрезайте не короткую, ну, не слишком длинную. Нам нужно будет этот носик с помощью этой ниточки пришить к медвежонку. Ну, носик, либо мордочка. Не знаю, как правильно назвать. Так, петельку эту вынимаем. И вот этот вот кончик нити от кольца амигуруми обязательно закрепите. Для того, чтобы закрепить хорошенько ниточку, можно вот просто протянуть нить с помощью иглы под ножки столбика. Сначала в одном направлении. Все хорошенько подтягиваем. И затем в другом. То есть под те же ножки стараемся ввести иголочку. Вот таким образом. Так. Ниточку протянули с иглой. И теперь вот эту ниточку от кольца амигуруми можно отрезать под самый корешок, чтобы она нам не мешала во время пришивания. Все, готово. Так, носик готов. Сейчас будем вязать сердечко. Вот такой вот носик получается. Сердце вяжется следующим образом. Делаем кольцо амигуруми. Крючок вводим в кольцо. Захватываем крючком ниточку и вяжем 2 воздушные петли. Раз, два. Снимаем колечко с пальчика. Далее вяжем 1 столбик с одним накидом, то есть делаем накид и вяжем в колечко столбик первый. Так. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом, то есть делаем накид, крючок в колечко и теперь захватываем крючком ниточку и все 3 петельки на крючке протягиваем. И через все 3 петельки на крючке протягиваем ниточку. Это полустолбик с одним накидом. Далее столбик без накида. Так. Далее пикой из 2 петель воздушных. То есть набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Теперь в основание. То есть вот у нас 2 петли. И вот сюда вот в основание вводим крючок. То есть вот. И вяжем соединительный столбик. Так. Далее все делаем в обратном порядке. То есть вяжем 1 столбик без накида. Далее 1 полустолбик с одним накидом. Так. И столбик с одним накидом. Все по одному. Так.
Далее 2 воздушные петли набираем. 1, 2. И вяжем соединительный столбик в кольцо. Вот таким образом. Теперь затягиваем колечко. Так, смотрите, чтобы тут только ничего у нас не убежало. Петля эта. Затянули. Ниточку можно обрезать. Я имею в виду рабочую. От кольца амигуруми нужно сначала заправлять, потом обрезать. Так. Достаем петлю. Вот, все. Сердечко готово. Теперь только осталось заправить ниточку от кольца амигуруми. И вот эту нить, которая осталась у нас от вязания сердечка, протяните сюда где-нибудь сбоку, чтобы потом это сердечко пришить к лапкам медвежонка. Ну вот, я заправила ниточку. Блин, ничего не видно. От кольца амигуруми протянула нить от вязания к боковой стороне сердечка. И вот такое у меня оно получилось. Так, дальше давайте пришьем с вами мордочку к медвежонку. Здесь есть небольшая специфика в пришивании, поэтому сейчас все вам покажу. Сначала намечаем, где у нас будет мордочка с помощью иглы для закалывания. Очень сложно такие мелкие детали, конечно, показывать на камеру. Еще сложнее их фотографировать, но я как-нибудь покажу. Ну, вот примерно вот что-то такое. Конечно, иголочка здесь торчит, аккуратнее, не проткните себе руки. И теперь смотрите, что мы будем делать. Пришивать мордочку мы будем только за передние стенки. То есть, вот у нас здесь, да, основание. И под переднюю стеночку основания, вводя иголочку, мы будем пришивать мордочку. То есть вот мы вытянули из соединительного столбика ниточку. Следующее основание под только переднюю стеночку, то есть вот, да, на переднее, то есть вот снизу вверх под переднюю стеночку вводим иглу. Так, протягиваем ниточку и теперь иглу вводим на теле медвежонка. Ну, на голове в нашем случае, так, не низко я тут расположила. Так, ну вот, под ножки столбика, не насквозь, конечно, ну, тут насквозь не проткнешь, тут же 2 детали у нас. Так, вот, и подтягиваем хорошенько. Пришитая таким образом, ну, мордочка или носик будет иметь вот такую вот выпуклую форму. Далее все делаем то же самое. Под следующую переднюю стенку основания вводим иглу. Опять-таки изнутри, получается, наружу, да, как бы вот изнутри основания, да, наружу. И далее вводим на голове иглу. Так, нет, наверное, чуть-чуть вот сюда подальше иголочку, чтобы все хорошо пришить. Ну, смотрите, как у вас идет, да, вот этот вот носик. Смотрите, чтобы и так, и на голове. Ну, я думаю, самостоятельно уже пришьете. Просто, еще раз повторюсь, иголку вводим не под все основание, а только под переднюю стеночку. Ну вот, я пришила мордочку. Вот что у меня получилось. Сейчас я приклею глазки. В качестве глазок я использую полубусины 6 миллиметров. Можно, в принципе, использовать и меньше. В этом мишке у меня 4 миллиметра полубусины. То есть, как вам удобно, то и используйте. Хотя вот я смотрю, да, 4 намного лучше. Наверное, все-таки я приклею к этому медвежонку 4 полубусинки. Ну вот, я приклеила глазки. Глазки приклеиваю над самым носиком. Можно поближе, можно подальше. Это все зависит от вашего желания. Сейчас давайте вышьем для нашего мишутки носик. Для этого можно взять
любого цвета пряжу. Я возьму черную, тот же Ярнард джинс. В принципе, можно любой вышить, конечно же. Отрезаем не очень длинный, но и не очень короткий кусочек нити. Затем разделяем эту нить на две ниточки. То есть в скрутке нить Ярнард джинс идет из 4 ниточек. Нужно разделить их на 2. Вот таким вот образом. Достаточно просто все это делается. Нить вдеваем в иголку, завязываем на конце узелок и теперь вышиваем носик. Так, сначала нам нужно спрятать узелок, то есть где-нибудь на игрушке вводим иглу и выводим ее вот в середину носика, получается, где у нас было кольцо амигуруми. Вот таким вот образом. Протягиваем иглу и хорошенько ниточку подтягиваем, чтобы наш узелок спрятался. Вот, он спрятался. И дальше примерно можно, в принципе, иголочками для закалывания заколоть, да, вот отсюда до сюда, да, примерно носик. Можно сделать чуть пошире, чуть поуже, как удобно. И вот такими маленькими стежками, то есть вышиваем носик. Вот, то есть в основание носика ввели иголочку. Так. Можно поближе, можно подальше. Это не имеет значения, какой вам уже носик захочется. Можно вышить, еще раз повторюсь, розовый, синенький, какой угодно. Вот первый стежок. Теперь иголочку вводим чуть дальше. Так. И опять-таки выводим именно в то же отверстие, где у нас выходила иголка до этого, то есть середину носика. Таким образом мы получим вот такой вот заостренный носик. Так, вот здесь вот, да, у меня, вот на этом мешке, вот такой вот носик. Ну вот, я вышила носик, вот что у меня получилось. Буквально тут 5-6 стежочков делается, и вот такая вот красота получается. Дальше вышиваем вот такую вот капельку под носиком и ротик. Но это все тоже зависит от вашего желания. Не хотите, можно не вышивать. То есть выводим иголочку в середину, да, носика, тонкой его части, и делаем стежок вот сюда немножко вниз, да. Вот наш носик, вот немножко вниз. И сразу выводим иголочку немножко в сторону, чтобы сделать ротик. Да. Вот таким образом. Вот что получается. И теперь просто делаем стежок немножко тоже в сторону. И выводим иглу где-то на голове медвежонка. Вот видите, я ниточку не заправляла одну. Она мне понадобится для того, чтобы аккуратно затем закрепить все ниточки от оформления мордочки. Ну вот, что у меня в итоге получилось. Вот такой вот красивый носик и такая вот улыбочка. Черную ниточку можно сразу не заправлять. Можно использовать ее потом для вышивки ресничек или вышивки бровей. Но я здесь разместила достаточно высоко мордочку. Видите, у меня получается глазки почти на ушках. Естественно, что у меня здесь уже бровки не получится. Ну, можно, я же говорила, варьировать, да, место размещения мордочки ниже, ну, носика, ниже, выше, да, вот. Таким образом. В этом, конечно же, мишутки, да, у которого пришивные ручки, ножки, ушки, проще оформить глазки и все остальное. Так, в принципе, тут тоже несложно. Дальше можно вышить еще белки возле глаз, вот как здесь, да, и вот черные, да, реснички вышить. Ну, я думаю, что это достаточно несложно. Тут всего лишь 2 стежка делается, и черной ниточкой вот здесь возле глазка делается тоже 1 стежок для того, чтобы вышить реснички. Опять-таки всю эту вышивку делаю нитью, разделенной на 2 ниточки. Сейчас я за кадром оформлю и перейдем с вами к пришиванию сердечка. Ну вот, я оформила медвежонка. Вот такая красота получается. Я вышила реснички и вышила белый полукруг возле глаз. Так как черные и белые ниточки мне уже не нужны, я их аккуратненько сейчас заправлю. Для этого
я вывожу концы черной и белой нити в одно отверстие, вот между столбиками. Затем я связываю на 2 узелка эти ниточки, для того, чтобы у меня все было хорошо закреплено, да, и не пропала эта вышивка, да, в процессе использования игрушки. Так, 2 узелка делаю. И затем вдеваю нить в иголочку и протягиваю вовнутрь игрушки и отрезаю под самый корешок. Ну, я думаю, это все понятно, показывать нет смысла. В принципе, я во многих мастер-классах этот процесс, извините, тряханула штатив, этот процесс показываю. Все, я спрятала, эту ниточку оставляю для того, чтобы спрятать ниточку от пришивания сердечка. Итак, теперь берем сердечко. Немножко коротковатую ниточку, конечно, оставила. Надо было подлиннее. Втянули ниточку в иголочку. И теперь вот так вот, загибая ручки, так, вот так, чтобы у нас медвежонок держал сердечко в руках. То есть пришиваем вот за передние, да, чтобы у нас хорошо сердечко было видно. За передние стенки петелек. В принципе, тут пришивать можно в любом удобном для вас месте, как вам нравится. Вот, чтобы сердечко было в руках. Ну, то есть на одной ручке пришиваем сердечко и со второй ручки. Ну, вот я пришила сердечко. Вот такой медвежонок получился. Можно, в принципе, оформить по-разному. Вот здесь такой вот медвежонок получился. Носик я ему, мордочку, вернее, пришила чуть пониже. Зато вышила бровки и полукруг возле глаз. То есть все зависит от вашего решения. Теперь давайте свяжем ручки, ножки, ушки для вот такого вот мишки, у которого все детали пришивные. Для этого берем пряжу Yarnart Jeans 0,7 в моем случае. Выберите тот, который использовали в качестве основного цвета. И начнем с вязания ручек. Набираем цепочку из 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Это первый ряд мы связали. Во втором ряду вяжем по цепочке из воздушных петель. Вы можете вязать, как вы привыкли, да, допустим, под передние стенки воздушной петли. Я буду вязать под перемычку. То есть поворачиваю наизнанку цепочку из воздушных петель и нахожу первую перемычку. И под первую перемычку нам нужно связать 2 полустолбика с одним накидом. Взяла крючок под перемычку, захватила крючком ниточку, 3 петли на крючке и довязываю полустолбик, протянув рабочую нить через все 3 петельки на крючке. Опять делаю накид и сюда же вяжу второй полустолбик с одним накидом. Под следующую воздушную петлю или перемычку вяжем прибавку из столбиков без накида. То есть ввожу крючок под перемычку. Так, на видео так это делать неудобно. Вот таким образом. Вяжу сюда один столбик, сюда же второй столбик. То есть сделала прибавку. Далее по оставшимся 2 воздушных петелькам вяжем 2 соединительных столбика, по одному в каждой из последующих петелек. То есть вот под первую перемычку вяжем соединительный столбик. Ай-ай-ай, все выскальзывает. И под последнюю перемычку или воздушную петлю вяжем второй соединительный столбик. Вот таким образом у нас получается вот такая вот изогнутая ручка. Вторая ручка вяжется точно так же. Просто когда мы будем пришивать, мы развернем вторую ручку вот таким вот образом. Поэтому обрезаем ниточку. Все, ручка у нас уже готова. Свяжите вторую ручку аналогично. Ниточку отрезаем не слишком длинную, ну и не слишком короткую, чтобы пришить ручку к телу. Ну, вот такой достаточно. Так.
Вытягиваем петельку. Вот такие замечательные две лапки у нас получились. Лапки-ручки. Сейчас свяжем с вами ножки. Для этого опять-таки берем ту же пряжу, да. Ну, вы можете взять другую. Так, и вяжем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем по цепочке из воздушных петель. Я буду вязать под перемычки. И под первую перемычку вяжем 3 полустолбика с одним накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Далее вяжем под следующую воздушную петлю или перемычку прибавку из столбиков без накида. 1 столбик без накида сюда и сюда же второй. Далее по цепочке из воздушных петель вяжем столбик под следующую воздушную петлю или перемычку, столбик без накида. И в последнюю воздушную петлю вяжем соединительный столбик. И все, ниточку обрезаем опять-таки чуть подлиннее, для того, чтобы пришить ножки к телу. Вторую ножку свяжите аналогично. Ну вот, ножки готовы. Вот такие косолапые, замечательные получились. Далее свяжем с вами ушки. Ушки вяжутся еще проще. В один ряд берем нить. Так, делаем колечко амигуруми. И в кольцо, так, сделаем сначала закрепляющую петлю. И в кольцо вяжем 1 столбик без накида. Так. Далее сюда же 2 полустолбика с одним накидом. То есть делаем накид, вяжем полустолбик 1. Сюда же второй полустолбик. И вяжем в колечко столбик без накида. Вот таким образом. Далее колечко затягиваем. Так, ниточку обрезаем. Петлю вытаскиваем. Вот такое ушко у нас получилось. Второе ушко свяжите аналогично. Итак, все детали у нас готовы. Осталось их только пришить. Вот таким образом пришиваем ушки. Можно не к обвязке, а чуть пониже, чтобы они вот так вот у нас были. Показывать, как пришивать, я не буду. Я думаю, что вы сами разберетесь, потому что это видео так очень долго. Если будем еще с вами пришивать каждую детальку, то оно будет еще длиннее. Ручки тоже пришиваем вот таким вот образом, да. Ну, смотрите, располагайте так, как вам удобно. Ножки я пришиваю вот так ко второму ряду. Вот таким образом. Все детали пришила. Вот такой вот мешок получился. Сердце я тоже пришила к медвежонку. Вот такая у нас с вами красота получилась. Так как этот мастер-класс получился достаточно уже длинным, то вязание самого конвертика я покажу в следующей части. Тут, конечно, все вяжется достаточно просто.